Перед началом видео советую подписаться на мой телеграм-канал. Там я гораздо чаще публикую новости по каналу и моей деятельности, чем в сообществе YouTube. Если вам интересен мой контент, присоединяйтесь. Буду рад вашему визиту. Привет, я Дизар. FNAF 11 лет, и за это время вышло бесчисленное количество проектов по данной франшизе, начиная от игровых, заканчивая книжными, а также спин-оффами, мерчом и даже киноэкранизациями. Серия не стоит на месте и продолжает спустя года и дальше завлекать к себе людей. Всего этого не было бы, если не один человек, чье имя вам всем и так прекрасно известно. Как бы вы ни относились к Скотту Коутону, надо отдать должное, ведь его историю становления уже давно пора писать в учебниках по успешному успеху. Его предысторию уже 100-500 раз рассказывали в тех или иных роликах по данной франшизе, и распинаться о ней в 100-501 раз мне не очень хочется. Однако, что, на мой взгляд, куда любопытнее в изучении, то, как Скотт Коутон руководил данной франшизой столько времени, при этом все больше расширяя ее масштабы. За рубежом, когда серия ограничивалась только играми, сделанными самим Скоттом и несколькими книжками, у людей сформировалось представление о Коутоне как об эдаком добряке, который сам всем заправляет и при этом успевает поддерживать тесную связь с сообществом. Далеко не все инди-разработчики того, да и нынешнего времени могли похвастаться такой репутацией. Но проблема в том, что с тех времен прошло достаточно времени. Скотт перестал делать игры сам, вместо этого он начал привлекать сторонние студии. Количество книг многократно выросло, из-за чего многие фанаты просто потерялись в них. Ну а про уход на пенсию, я думаю, вы и так все наслышаны. Очевидно, что как таковой титул инди-разработчика к Скотту уже не применим, ведь сейчас он скорее глава франшизы. А помимо статуса геймдизайнера, в придачу к нему добавили звания писателя, сценариста, продюсера, а также издателя игр от сторонних разработчиков. И за это время управления столь огромной франшизы, так еще и в одиночку, волей-неволей Скотт допускал множественные ошибки, которые по-разному влияли на серию. Я, да и много кто еще, давно начали подмечать эти моменты, и я бы хотел на них обратить внимание, поскольку тема довольно важная и напрямую касающаяся качества выходящих проектов. Для удобства я буду рассматривать по отдельности разные составляющие франшизы и то, как Коутон занимался ими. Не будем медлить и начнем. Все начинается с 2015 года, когда Скотт еще до выхода третьей части начал сотрудничество с писательницей Кирой Брит Райсли. На протяжении 10 месяцев они вместе пытались написать «Серебряные глаза», первую книгу по FNAF, которая впервые вышла в декабре того же года, и в дальнейшем переросла в полноценную трилогию новелл. По словам Скотта, данные книги являются переосмыслением того сюжета, который он ведал в играх, и хоть данные книги являются альтернативным таймлайном, они все равно сыграли немалую роль в становлении FNAF как крупной франшизы. Но еще со времен выпуска новелл, некоторые высказывали мнение, что эти книги, если абстрагироваться от их принадлежности к FNAF, являются не самым выдающимся чтивом. Во многом это связано с тем, что нанятая Скоттом писательница до работы с ним не обладала широким портфолио. И хоть я считаю, что трилогия новелл просто неплохая подростковая история на раз, я соглашусь, что в них отсутствует авторский почерк. Посему маловероятно, что заинтересует кого-то, кроме тех, кто наслышан о FNAF. В дальнейшем тенденция привлечения Скоттом малоизвестных авторов с не самым большим опытом проявится и в других сферах. Но, что интересно, также в начале 2015-го Коутон продал права на киноэкранизацию серии игр не абы кому, а самим Warner Bros. Производство первого фильма было довольно сложным, но именно на этом этапе, помимо книг, было положено начало и киношной составляющей франшизы, которой на сегодняшний день уделяется немало внимания. После трилогии новелл следующей серии книг стали Fazbear Frights. Для нее Скотт нанял уже более опытных писателей. Одна из них даже работала с другой инди-франшизой «Привет соседам». Но если с трилогией новелл Скотт бок о бок работал с Кирой над ее написанием, то с Фрайтами была иная схема работы, и, как по мне, с меньшей вовлеченностью и контролем от него. Суть была в том, что он рандомно придумывал идеи для историй, накидывал наброски для них и отдавал это писателям, которые и делали из этого полноценные рассказы.
Из-за такого подхода выходили как хорошие, так и спорные истории с настолько странными концепциями, что даже Скотт потом признал их неудачными. Вместе с тем проглядывается другая, проблемная черта Коутона. Он очень стесняется хоть как-то касаться лора. В отличие от новелл, он не стал четко пояснять, являются ли фрайты каноном. Все, что он говорил, они являются частью общей вселенной ФНАФа, какие-то из историй связаны с играми, а какие-то нет, а сама линейка книг должна помочь фанатам ответить на вопросы. Правда, не ясно как именно. Ситуация усложнилась после выхода игровой адаптации Into the Pit, которая позволяла себе отсылки как в сторону оригинальных игр, будто говоря, что находится с ними в одной вселенной, и одновременно с этим отсылалась и на другие рассказы серии. Словно вся линейка книг относится к игровому канону. Хоть ситуация с Fazbear Frights и сгущается из-за закрытости Скотта, раньше он был куда более открытым по лорным вопросам. Например, во времена 4-й части, когда люди массово начали верить в теорию сна, ему пришлось писать целый пост, чтобы намекнуть, что эта версия неверна. Бывали и другие случаи, где он опровергал теории, что стало не устраивать некоторых фанатов, которые считали эти версии правдивыми. И несмотря на то, что Скотт верно отвечал этим людям, что это уже их проблема, и они должны уметь принимать правду такой, какая она есть, впоследствии именно эти недовольные фанаты и побудили Скотта окончательно замкнуться и перестать пояснять лор. Сейчас этого очень не хватает, но по крайней мере со следующей серии книг была более понятная ситуация о каноничности. Или нет. После Фрайтов была анонсирована серия книг Tales from the Pizzaplex, которая была напрямую связана с аркой Пиццаплекса и новейшими играми. В описании указывалось, что это часть вселенной игр. Правда, не ясно, было ли это написано с одобрения Скотта, или это рекламный ход от издателей, поскольку после недавнего секрета Мимика актуальность данной линейки книг и ее нахождение в игровой вселенной стоит под большим вопросом. Между рассказом Мимик и сюжетом в игре то и дело наблюдаются расхождения, на которые я обращал внимание в своем прошлом видео. Неясно, решил ли Скотт отойти от всей линейки книг в целом, или только от определенных рассказов. Есть версия, что эти рассказы вместе с фрайтами он писал как черновик, который будет корректировать через игровые адаптации. Хотя, учитывая формулу создания фрайтов, которая, скорее всего, применялась и к этой серии книг, возможно, он в последний момент увидел итоговый вариант продукта, и не все детали в нем его удовлетворили. Последней на данный момент линейкой книг являются интерактивные новеллы, каждая из которых посвящается отдельным играм. Так, пилотная и последняя новеллы были посвящены событиям в Пиццаплексе, что связывает их с Security Breach. Первая новелла является приквелом к первой части, а ее главным героем выступал сам Фунгай, а вторая стала очередной адаптацией истории Into the Pit. По идее, данные книги должны происходить в игровой вселенной, однако камнем преткновения выступает новелла Return to the Pit. Если кратко, то к ее работе была привлечена писательница Адриана Кресс, которая ранее писала книги по Бенди, в которых фанаты насчитывали немало расхождений с оригинальными играми. И в данной интерактивной новелле также допускались несостыковки, например, в количестве убитых детей. В оригинале их было 6, тогда как здесь их 5. Учитывая прошлый подход Скотта за контролем качества книг, велика вероятность, что он также был не в курсе, какие по итогу получались новеллы. И на фоне ситуации с Tales from the Pizzaplex, интерактивные новеллы теперь также рискуют оказаться под вопросом нахождения в игровом каноне. И это обидно, поскольку тот же The Week Before, который я разбирал на канале, является одной из лучших книг по FNAF. Чувствовалось, что Юджин Майерс, автор этой книги, ознакомился с оригинальной игрой, из-за чего ее история отлично стыковалась с первой частью. Закончить рассказ о книжной составляющей франшизы я бы хотел официальными путеводителями, файлами Фредди. Первый вышел в 2017 году. Уже тогда сюжет ФНАФа путал многих людей, из-за чего книга действительно могла быть полезной. Что интересно, Скотт даже планировал оформить ее в качестве расследования, например, от такого же фаната, как мы, или даже блогера, находящегося внутри самой вселенной.
К сожалению, Скотту пришлось отказаться от этих идей и оставить книгу простым справочником. И хоть стилистически он все еще неплох, в нем присутствовали неточности и даже заблуждения. Например, теория с тем, что Майкл Афтон Спрингтрап в ней указана как любопытная. Но загвоздка в том, что через несколько месяцев Скотт в Reddit прямо намекнул, что эта теория не канон. И в последующих изданиях файлов эта проблема никуда не ушла, а отсутствие контроля от Скотта вышло за рамки. Так, в первой версии обновленного издания вместо официальных рендеров аниматроников использовались фанатские, что создает сразу две проблемы. Во-первых, издательство использовало чужие работы без разрешения их авторов, нарушив авторские права. Во-вторых, эти изображения сами по себе не являются оригинальными, что искажает уже интеллектуальную собственность Скотта. На это поспешил пожаловаться фанат на Reddit. И хоть Скотт очень быстро вмешался в это, он дал понять, что если бы не жалоба от фаната, то он бы так и не узнал об этом. После этого редакторы продолжали и дальше наступать на те же грабли, вплоть до Ultimate Guide. Вместо FNAF 2 написали FNAF 2, Balloon Boy перепутали с JJ, а Ultimate Custom Night записали как Ultimately Custom Night. Но несмотря на это, надо отдать должное, эта версия путеводителя самая обширная, и в нее попытались добавить много различных глав, как, например, разбор всех фрайтов. Некоторые говорят, что эту секцию мог писать аж сам Скотт. Правда это или нет, не знаю, но по крайней мере этот сегмент был действительно очень подробным. Очень забавно, что у Ultimate Guide также анонсировано обновленное издание, на превью которого уже видно, как редакторы вновь повторяют ошибку с рендерами, вместо головы классического Фокси вставив его в Wizard версию. Однако, главная проблема этих путеводителей не только в их шаткой достоверности, но и в количестве. Издательство стабильно выпускало их каждые 2 года, не говоря о том, что для Security Breach вышли свои файлы, для которых потом также выпустили обновленное издание. Но что мешало издать Ultimate Guide после выхода игры и уже туда включить главу об игре? У них буквально разрыв на пару недель. Позже вышла энциклопедия персонажей. Это по сути файлы Фредди, но нацеленные только на персонажей. Все бы ничего, но в ней без иронии половину статей занимают скины из FNAF AR, третьестепенные персонажи с постеров и герои, которые появлялись только в мерче. Под конец, конечно, добавили несколько статей о более-менее важных персонажах, но в них описаны факты, о которых все и так знают. Ну ладно, они хотя бы нарисовали официальную внешность Генри. А вот у Афтона разве что пару артов со скраптрапом. Ну а как вы хотели? Скраптрапа в титрах 6 части так и зовут. Все по чесноку, можно не заморачиваться над придумыванием его человеческого облика. И ладно еще это, но посмотрите на сломанную анатомию бедняжки Элизабет. Несмотря на все это, и у этой книги тоже анонсировано обновленное издание. Даже до бедных новелл дошла эта тенденция перевыпусков, начав их издавать в виде графических новелл. На бумаге идея хорошая и могла бы помочь многим нагляднее ознакомиться с оригинальными книгами. Но еще с самой первой графической новеллы фанаты заметили расхождение с книгами, а также спорный стиль рисовки. Вызвано это было тем, что комикс рисовала Пинки Пилс, которая ранее рисовала Скотту официальные арты для игр. Честности ради, она хоть и любительски, но занималась рисовкой комиксов, в том числе она иллюстрировала некоторые сцены из Серебряных глаз. Но если сравнить ее стили до и после найма издателями, то легко можно понять, что у девушки были очень ограничены сроки, и ей пришлось работать в спешке. Для следующих новелл наняли уже профессиональных художниц, которые умеют работать в подобных условиях. И хоть их рисовкой все остались довольны, уже и так понятно, что эти комиксы не каноничные. Но издатели не стали на этом останавливаться и запустили в разработку графические новеллы по фрайтам. Поскольку это уже не 3 книжки, а линейка книг на 36 рассказов и 11 эпилогов, очевидно, что для комиксов урезали количество адаптируемых рассказов. А эпилоги и вовсе выкинули. Для фрайтов это очень критично, ведь эпилоги собой представляли довольно неплохой сюжет про Стич Фрейта, к тому же, который соединял некоторые сторонние рассказы. Но в комиксах этот персонаж отсутствует. Что интересно, некоторые художники, иллюстрировавшие фрайты, также зачастую были непрофессиональными. Плюсом ко всему все те же сжатые сроки. Из-за этого одна из художников работала над комиксом, объединяя это и с учебой, и 2 работами.
Следом после Фрайтов перешли к Тейлсам. И поначалу была та же история с несоответствием оригиналу, и на то есть очень показательный случай. В первом томе адаптировался рассказ Клейтрофобия, события которого разворачиваются в аттракционе Балоры. И у тамошней Балоры не было ног, однако в комиксе у нее они почему-то вдруг появились. Из-за этого фанаты обратились к Диане Камера, художнице рассказа. Ее ответ убил. Она призналась, что была в курсе о данной особенности, однако издатели настояли на возвращении ног, поскольку комиксы намеренно должны отличаться от оригинала. Если ранее эти различия еще могли казаться результатом безалаберного отношения художников к своей работе, то теперь оказывается, что издатели сами не хотят, чтобы эти комиксы были каноничны. Тогда в чем вообще смысл от таких адаптаций? А главное, где в это время был Скотт? Но со второго тома Тейлзов все резко изменилось. Он должен был выйти в сентябре этого года, однако его слили вскоре после выхода Secret of the Mimic в июне. Фанаты тут же обратили внимание на адаптацию рассказа Мимик, чей смысл и так угас после игры. Однако этот комикс окончательно забил на нее, не стараясь нисколечко соответствовать игровым дизайнам персонажей. А усугублялось это тем, что художник не заморачивался и тупо обрисовывал стоковые картинки, и даже комиксы DC. Фанаты начали ловить с этого дикий угар, и это дало плоды. Данный том вместе с третьим перенесли до следующего года, а художника рассказа заменили на ранее упомянутую Диану Камера. Полагаю, что в этот раз ситуацию взял под контроль сам Скотт, до которого наконец дошли сведения о сомнительном качестве комиксов. На мой взгляд, главным инициатором этого книжного конвейера являются именно издатели. Первое время Скотт пытался с энтузиазмом подходить к этим книгам, что проявлялось в его интенсивной работе над трилогией новелл и первоначальной версией файлов. Но потом, видимо, разработка книг для него ушла на второй план, чем и воспользовались издатели. Пока пишутся новые книги, они параллельно перевыпускают по кругу уже выпущенные продукты. И Скотт в силу своего характера и занятости легко давал свет на эти проекты, никак не контролируя их. За некоторыми исключениями, когда жалобы доходили до него. Но конечная цель издателей – тупо зарабатывать, поэтому они не старались следить за качеством. Мне хочется верить, что после инцидента с Мимиком ситуация поменяется в лучшую сторону, но пока я не уверен в этом, учитывая занятость Скотта. Тем более, помимо книг, у него есть игры, которые являются центральным звеном франшизы. Кстати, а с ними как обстоит ситуация? В 2018 году Коутен выпустил Ultimate Custom Night, который обозначил как последнюю часть, которую сделал сам. До ее релиза он уже отмечал, что в планах есть сторонние проекты по типу AR и VR игр. Так, в мае 2019 года Скотт Коутен вместе со Steelwool Studios выпустили первую часть FNAF VR Help Wanted. С ней немного запутанная история разработки, ведь первоначально она планировалась как ремейк первой части в формате VR. Но затем к этому решили добавить ремейк всей трилогии, а затем и другие режимы. Более того, в игру был добавлен свой лор. Довольно сложно сказать, на каком этапе это случилось и по чьей инициативе, а может это вообще было задумано изначально. Именно данная игра стала первой частью в новой сюжетной ветке игр, и естественно, что за ней последовали продолжения. В том же году, но уже на день рождения ФНАФа, была анонсирована новая игра, тот самый Security Breach. С данной игрой возникли сложности, которые вновь показывают проблематичность Скотта в руководстве франшизой, а также проектами подобного масштаба. Стоит начать с того, что за игру взялись те же самые Steelwool. При этом игра разрабатывалась сугубо для ПК и консолей. Ранее студия специализировалась на работе с VR-средой. Почему Скотт не захотел привлечь для СБ иную студию, которая специализируется на инди-хоррорах и могла реализовать игру необходимого масштаба? Очень трудно сказать, но помимо опять-таки тенденции Скотта к привлечению не очень раскрученных и опытных авторов, тут возможно сыграло то, что у него со Steelwool'ами уже установился контакт, и ему было комфортно с ними работать. Он решил, что сможет достаточно прогнуть их под свои нужды. Но если бы он только знал, какие проблемы его будут ждать далее. Мало того, что по миру начали ходить болячки, так еще и процесс разработки игры стал максимально неконтролируемым. Игра увеличила свои масштабы от предполагаемого проекта в 3 раза, а студии попросту не хватало людей, чтобы реализовать подобный проект в установленные сроки. В дальнейшем студия кое-как выдержала такую нагрузку и смогла кратно увеличить свой штат.
А дабы хоть как-то успеть к релизу, который и так неоднократно откладывался, им пришлось значительно сократить игру. Но важно то, что игра на выходе вышла очень сырой и не оптимизированной. При этом студия и без того пыталась прыгнуть выше головы и зачем-то добавила технологию трассировки лучей, которая тоже вышла максимально неоптимизированной. Более как-то высказываться о качестве данной игры я не буду, ибо посвящал этому отдельный обзор, но скажу лишь одно. Security Breach — это проект, который потенциально должен был перестроить франшизу, стать чем-то новым, бросить вызов не только игрокам, но и самим разработчикам. И хоть сама игра действительно очень сильно выстрелила, оживила память о FNAF, а у игры, несмотря на очень неоднозначную реакцию, нашлось немало поклонников, сам проект вышел очень болезненным как для Скотта, так и для нанятой студии. И казалось бы, куда еще хуже могло быть, но, как мы узнали из второго интервью Скотта у Давка, проблемы с разработкой СБ были даже на этапе сюжета. Если кратко, у Коутона первоначально была своя, четкая и прописанная история для данной игры. Но Скотт не стал ее давать прямо в руки разработчикам, а вместо этого просто давал абстрактные указания. Мол, кого и что куда надо поставить и что туда добавить без какого-либо контекста. Коутон думал, что отдаст Стилвулам пазлы, и они смогут из них собрать ту историю, которую он задумал. Но так вышло, что они из этих же пазлов собрали что-то совершенно иное. Благо, Скотт признал эту ошибку и даже попытался искупить вину, поэтому со Стилвулами и решил выпустить руины. В них уже наблюдалось что-то типа прописанного сюжета со своей аркой, в которой есть свой антагонист, которого тизернули в конце. И прогресс не стоит на месте, что можно увидеть по недавно вышедшему Secret of the Mimic. Что интересно, идея данной игры пришла самим Стилвулом еще в 2022, а Скотт не только дал добро, так еще и взялся за написание сюжета. И за это я хочу отдельно похвалить его. В данной части очень прописанная и интересная история. Я бы даже сказал, что это самая сильная игра в серии в данном аспекте. Впервые за всю франшизу в титрах игры Скотт указан главным сценаристом. Посему видно, что разработчики понимали, с чем работают, поскольку теперь имели на руках четко изложенную историю. Дабы ознакомиться с ней, на канале есть отдельный разбор этой игры. Советую глянуть. Но это не единственные игры, которые выпускались с разрешения Скотта. Ранее я упомянул, что в разработке находилась AR-игра, которую Коутон разрабатывал вместе со студией Illumix еще с 2018 года. В ноябре следующего года игра FNAF AR Special Delivery была официально запущена. В комьюнити сложилось двоякое отношение к ней. Были те, кому она искренне не нравилась и казалась скучной, а кому-то она подарила немало эмоций и веселья. Но все-таки, действительно, сложно представить себе AR-игру в сеттинге FNAF, хотя разработчики пытались придумать для игры интересные механики, а также свой лор, для которого активно сотрудничали со Скоттом. Благодаря этому мы получили те же письма, которые стали мостиком к Security Breach. Но в остальном игра оставалась серой мышкой среди остальных проектов франшизы, а фанаты так и не смогли понять, считать ли ее каноном или нет. Интерес к игре постепенно стал угасать, а регулярное добавление новых персонажей и скинов не спасли ситуацию. Игру закрыли в марте 2024. Впрочем, в 2023 коллективы, на чьем движке Скотт ранее делал игры и которые занимались портированием их на телефоны и консоли, были также наняты Коутоном для создания отдельного проекта. Неужели он решил вернуться к старой доброй 2D стилистике? А нет, коллективы занимаются проектом на Unreal Engine. Как и в случае со Стилвулами, Скотт зачем-то нанимает разработчиков, специализирующихся на одной среде разработки, в данном случае 2D, для создания игры в непривычном для них 3D. Нет, у коллектива, конечно, есть задатки в трехмерность, что наглядно показал тот же GeArts. Но она очень примитивная. Тем более, игра все равно делается на стороннем движке. Все это я рассказывал о Five Laps at Freddy's, гоночной игре по FNAF, наподобие Mario Kart. Довольно странный проект, который не совсем понятно для чего вообще придуман. Впрочем, пока кроме демки ничего не вышло. Официально она выйдет только в следующем году. Поживем, увидим. Может получится увлекательная игрулька. Но если вернуться в 2020 год, отдельно от этого всего, Коутон объявил о запуске инициативы Fazbear Fanverse.
Проект заключается в объединении фанатских разработчиков с потенциально интересными и успешными проектами, в реализации которых Скотт помогал бы с помощью своего спонсирования и выпуска мерча. Учитывая, что фан-игры по FNAF стали настолько крупным и состоятельным видом творчества, что образовали уже свой собственный фандом, данная инициатива выглядела максимально благородно. Казалось бы, на первый взгляд в команду Фанверса добавили вполне способных и известных людей. Однако, с выбранными разработчиками он был давно знаком, а их игры он даже упоминал в своих постах и интервью. По сути, инициатива стала поощрением максимально стерильного состава и знакомых ему ребят, за исключением Физнома. С того момента Скотт забил на инициативу. Как итог, ей уже 5 лет, и на сегодняшний день из-под ее крыла вышло только 2 игры. Остальные проекты либо до сих пор разрабатываются, либо уже и вовсе сбросили со счетов. Но это можно было легко исправить регулярным пополнением команды Фанверса. Более того, какое-то время даже были потенциальные кандидаты, но все они отлетели. Либо потому, что разработчики были, мягко скажем, с гнильцой, либо Скотт отвергал проект из-за его рискованности. Из-за этих случаев складывается впечатление, будто, чтобы попасть в инициативу, наш потенциальный разработчик должен сам напроситься туда, сам доказать, почему он заслуживает внимания, и по итогу все равно получить отказ. Хотя, мне кажется, что зачастую инициаторы сами должны находить новых кандидатов и протягивать им руку. С момента тех скандалов объявилось немало внушающих доверия проектов, которые зачастую делают люди на чистом энтузиазме, которым не помешала бы поддержка Скотта. Но вместо этого инициатива Fazbear Fanverse превратилась в узкий круг знакомых Скотта, которым еще и приходится самим разбираться с этим корытом. Неужели и для этого Коутон слишком занят? Так чем же он активно занимается? Я не зря вначале упомянул, что вместе с новеллами Скотт дал начало киноэкранизации «По 5 ночам». Продав права Warner'ам в 2015-м, Коутон начал путь длиной 8 лет, и за это время много чего изменилось. Поменялось несколько режиссеров, фильм из рук Warner Bros. Перешел к Universal, продакшеном занялись Blumhouse, студия с огромным списком низкобюджетных хорроров, как с хорошими оценками, так и не очень. В этот раз Скотт, на мой взгляд, нашел тех, кого надо. Джейсон Блум – опытный и увлеченный продюсер, который умеет не только руководить производством ужастиков, но и делать из них громкие премьеры. А вот с режиссерами ситуация складывалась куда сложнее. Известно, что на пост было около 8 кандидатов, но из них нам известны лишь несколько. Еще в период сотрудничества с Warner'ами режиссером назначили Гила Киннана. У него было собственное видение. Он настоял, чтобы роботов создавали с помощью практических эффектов и реальной аниматроники. И хоть впоследствии он отошел от проекта, его идея сохранилась. Перед зрителями предстали реальные аниматроники. Впрочем, в сценах с активными движениями использовались и костюмы для актеров. Следующим официально объявленным режиссером стал Крис Коламбус, знакомый зрителям по первым 2 частям Гарри Поттера и «Один дома». Вскоре и он покинул проект. Притом причины его ухода до конца не ясны, даже Джейсон Блум не смог это толком прояснить. Ходят слухи, что это произошло из-за постоянных переписок сценария с Скоттом. По крайней мере, насчет сценариев это правда, поскольку в 2020 году Коутон написал об этом пост на Reddit, где описал все откинутые варианты истории для фильма. Были и экранизации новелл, и истории с уклоном в мистику, и сценарий про Кэссиди, который должен был глубоко углубиться в лор. Но у всех сценариев были нюансы, которые не устраивали Коутона. И так продолжалось до тех пор, пока он не пришел к сценарию Майк. В конце концов, именно его и утвердили. Его особенность в том, что он сосредотачивается на лоре лишь первых 3 частей. Поэтому вместо Майкла Афтона нам раскрывают его версию времен FNAF 1, Майка Шмидта. Затем режиссерское кресло заняла Эмма Тамми, а вместе с Сетом Кадебеком они доработали сценарий. Съемки начались в начале 2023-го в Новом Орлеане. Эмма, как это часто бывает у Скотта, оказалась не самой известной фигурой, а ее фильмография не особо внушала доверия. Но опыт работы с хоррорами у нее был, и вместе с оператором Лином Монкрифом она смогла добиться стильной и приятной картинки.
Каст также не подкачал, благодаря чему полюбился фанатам. Джош Хатчерсон, прославившийся по роли Пита Меллорка в «Голодных играх», воплотил Майкла Шмидта. Мэтью Лиллард, известный по роли Стью Мэтчера из «Первого Крика» и Шегги, сыграл Уильяма Афтона или же Стива Реглана. Элизабет Лейл, знакомая многим по роли Гвиневры Бек из сериала «Ты», исполнила Ванессу Шелли, дочь Афтона. Все это я рассказывал, чтобы показать, насколько процесс разработки и съемок фильма был насыщенным. Впрочем, это и близко не все, что я мог рассказать, поэтому если кому стало интересно, советую глянуть видео от моих коллег. Тема действительно любопытная. Очевидно, что данный проект, который разрабатывался на протяжении 8 лет, занимал у Скотта много времени, поскольку тот был сценаристом, а также продюсером. Как отмечал Кристиан Стоукс, сыгравший Хэнка, на съемках он видел Скотта вместе с его женой, а с ними также как минимум был его старший сын, Брейден. Потому фильм стал для Коутона не просто важным, а семейным делом. Как отметил сам Мэтью Лиллард, данная история дала создателям возможность заполнить пробелы фанатов, которые их волновали. Чувствую, что эту фразу ему посоветовал говорить лично Скотт. Уж больно она похожа на его стиль. И хоть фильм не зашел критикам, я все равно хочу похвалить Коутона за такую преданность этому проекту. Тем более мне понравился фильм, как и многим другим фанатам. Но стоило ли это того, чтобы по своему качеству страдали другие проекты? Понятно, что у Скотта есть личная жизнь и семья из, ни много ни мало, 6 детей. А параллельно книжкам, играм и фильмам он должен заниматься и другими коммерческими предложениями. Посмотрите, сколько того же мерча выходит. Вон, взгляните на эту чудную футболку с марионеткой, у которой описание ничуть не уступает по своей информативности энциклопедии персонажей. Блин, да что за абсурд? Пока Скотт перебирал очередной сценарий к фильму, параллельно этому выходило 43-е издание супер-мега-ультимативно обновленных файлов Фредди, в которых редакторы сами решают, что писать и какие картинки использовать. Когда Скотт наконец выбрал нужный ему сценарий, в это время Стилволы пытались его подсказки расшифровать, когда разрабатывали Security Breach. В то время, когда Скотт медитировал на съемках фильма, издатели вертели канон книг, когда рисовали комиксы, а где-то там еще и пустовал Fazbear Fanverse. И Скотт не собирается на этом останавливаться. Помимо того, что нас ждет второй и третий фильм, уже ведутся планы о спин-оффах, а также потенциальном сериале по Fazbear Frights. У нас на глазах образовывается целая киновселенная. Хватит ли сил и времени Скотту параллельно ей уделять внимание другим частям франшизы? Напоминаю, что после своей отмены Коутон говорил, что уходит на пенсию, а в дальнейшем объявит новых руководителей франшизы. Но с того момента он никого не анонсировал. Формально он ушел на пенсию, но фактически он так и остался владельцем франшизы. Скотт до сих пор числится издателем игр от Стилвулов, по сей день занимается написанием сюжета для них, продолжает и дальше издавать книги под своим именем, и в конце концов он не зря застревал на съемках фильма. Сейчас он работает, наверное, еще больше, чем раньше, и его главная проблема, которая преследовала его годами, никуда не делась. У него по-прежнему не хватает рук. Думаю, я достаточно показал, что в разных областях франшизы не хватало влияния и контроля со стороны Скотта. Очевидно, это связано с тем, что серия все растет и растет, а этим еще надо как-то управлять. Более того, он и сам это прекрасно понимает. Во втором интервью он вспоминал, когда еще сам делал игры, и несмотря на это успевал поддерживать активное общение с фанбазой. Сейчас же у него на это попросту нет времени. Даже на Reddit он стал очень редко что-либо постить. И какие бы у нас не были надежды на то, что все изменится в лучшую сторону, а Коутон снова снизойдет к сообществу, рано или поздно ему придется что-то поменять. Иначе, если он продолжит и дальше пытаться тащить все на себе, все только сильнее продолжит трещать по швам. И либо это будет франшиза, либо уже сам Скотт. Так все-таки, почему он не нашел себе замену? Некоторые считают, что Скотт сделал так специально, чтобы сначала уйти в тень, когда была активна волна хейта, а когда все угасло, снова вернулся на борт. Но тогда зачем он закрыл тот же сайт Scott Games, который спустя время все равно перезапустил? Мне кажется, что изначально Коутон действительно подумывал уйти на пенсию. Но то ли он это на эмоциях объявил, то ли он столкнулся с тем, что попросту не может найти идеального кандидата. И это имеет смысл. Он сам говорил, что не любит доверять проекты всем подряд, а тут тем более речь о целой франшизе.
Да и будем честны, никто лучше него не знает сюжет ФНАФа. И нет, не надо говорить о посте, где он якобы говорил, что забыл сюжет. Это пример эффекта Манделы. Такого поста никогда не было. Можете попробовать поискать. Бьюсь об заклад, вы его не найдете. Про содержимое ящика и не напоминайте. Скотт никогда не говорил, что забывал его. На интервью он сказал совсем другое. Но не только с сюжетом проблема, ведь сложно даже просто найти человека, который имел бы достаточно навыков, чтобы одновременно заниматься и играми, и книгами, и фильмом, и мерчом, и так далее. Предлагаемые фанатами кандидаты по тем или иным причинам не подходят. Стилвулы, которых многие по ошибке называют новыми владельцами франшизы, на деле занимаются исключительно разработкой игр. Любимый многими Давка хоть и является давним фанатом серии, но это не гарантирует того, что у него есть необходимые управленческие качества. Мэтт хороший парень, но он уже теперь сам в отставке. Также, хоть он и прославился тем, что разгадывал сюжет ФНАФа, это не значит, что он сможет его продолжить. Одно дело распутывать клубок, другое дело его сматывать. Еще одним фанатским кандидатом был Кейн Картер, но, как и со Стилвулами, он зациклен исключительно на игровой составляющей. Да и он не сильно заинтересован в оригинальном лоре, ему куда интереснее придумывать свой собственный. Неужели и вправду никто, кроме Скотта, не может заниматься этой франшизой? Что ж, вы обратились к кому надо. Я ваш фнаферский Иисус. И у меня на руках есть готовая формула управлением франшизой Мишки Фредди. Скотт, слушай и внимай. Не надо искать универсального человека, который руководил бы всем и вся. Пример Коутона это наглядно показал. Да и уходить ему не надо. Он вполне может сохраняться на ролях условного продюсера и сценариста, а также общаться с фанбазой на Reddit. Надо просто грамотно делегировать роли и нанять отдельных людей, чтобы они занимались той спецификой, в которой они разбираются. И немаловажно, установить между ними тесный контакт со Скоттом, чтобы те регулярно отчитывались ему и консультировались с ним. Единственное, что непонятно, это кого нанимать на все те многочисленные области франшизы. Не поверите, эти люди уже есть у Скотта. Для книжной составляющей возьмите Юджина Майерса, которого я ранее нахваливал за The Week Before. У парня помимо ФНАФа уже был опыт работы с франшизами, к тому же он обладатель специальной литературной премии за собственный роман. Но самое главное, что Юджину интересна эта франшиза. Он точно уловил ее шарм и в своей книге очень тонко обыгрывал и подкалывал давние теории фанатов. А если зайти на его YouTube канал, то можно увидеть, что чувак просто помешан на 8-битных ретро-играх, чьей эстетикой вдохновлялся и сам Скотт при создании мини-игр в первых частях. И на мой взгляд, Майерс идеальный кандидат не только для написания новелл, но и редактуры путеводителей. Мне кажется, он и то лучше понимает суть ФНАФа, чем редакторы из Scholastics. Для игровой составляющей все сложнее, ведь у нас на данный момент есть две студии. Одна занимается 3D проектами, а другая 8-битными. Если говорить о последней, а именно Mega Cat Studios, то они оказались именно там, где надо. Стилистика их проектов, в том числе Into the Pit, вдохновлена ретро-играми, благодаря чему игра идеально совпадает с духом франшизы, умудряясь при этом оставаться атмосферной и напряженной. Немало людей считают, что их версия истории вышла даже интереснее, чем оригинальный рассказ. А высокие оценки игры, а также желание самого Скотта увидеть проект уже про Фетча, говорят сами за себя. А вот со Стилвулами чутка неоднозначно, ибо они до сих пор привыкают к разработке крупных проектов. Даже в Secret of the Mimic наблюдаются проблемы с геймплейной составляющей, в частности повторяющиеся головоломки и механики, которые разработчики ранее прокатывали в прошлых проектах. Хотел бы я сказать, что надо нанять другую студию, но поскольку наше уравнение ограничивается теми переменами, которые есть на руках, то и их оставим на месте. Остается лишь радоваться тому, что они нашли общий язык со Скоттом, а также надеяться, что они со временем накопят опыт и отточат навыки. Fazbear Fanverse'ом должен заниматься Кейн Картер, создатель Pop Goes и один из участников инициативы. Выбрал я его, поскольку он до этого часто поддерживал контакт с фанбазой, да и какие-никакие лидерские навыки у него просматриваются. Скотту лишь надо дать ему больше свободы и быть более открытым для потенциальных кандидатов инициативы. Тем более при нашей модели Коутон уже меньше нагружен и у него должно появиться куда больше времени на этот проект.
Насчет киновселенной, то Скотту ею стоит заниматься, но не настолько глубоко. В качестве сценариста и продюсера, пожалуйста, но не настолько, чтобы со всей семьей тащиться на съемки. Это отнимает кучу времени. Плюсом у Коутона уже есть необходимая для работы база. Из крепкого каста, вполне неплохой режиссерши, прекрасной мастерской для создания аниматроников и дерзкого продюсера. Твиттер-аккаунт Scott Games должен возглавить Давка. Тут он максимально к месту, поскольку является любимцем фандома, да и сам является фанатом с самого зарождения ФНАФа. Со Скоттом он неоднократно пересекался, даже вживую, поэтому у того есть доверие к нему. То, что надо, для того, чтобы контакт с аудиторией стал максимально тесным и живым. Также, я думаю, он бы отлично подошел для анализа фидбэка и подогрева интереса к будущим анонсам по франшизе. В остальном, Скотту остается тщательно следить за издателями, за качеством выпускаемых проектов, а также отвечать за мерч и прочие коллаборации. Так, я вижу идеальную картину франшизы Five Nights at Freddy's. Конечно, если откинуть все приколы, то где я, а где Скотт? Хоть в данном видео я часто критиковал его, я все равно уважаю его. Мне до сих пор приятно вспоминать старые добрые времена, когда он сам делал игры и тесно контактировал с комьюнити. Да и пытается он всем заниматься в одиночку не от того, что считает себя сверхчеловеком, а потому что как раз таки ему важна эта франшиза, и он не хочет, чтобы она перепадала кому попало. Но надо понять, что 5 ночей с Фредди уже давно не та франшиза из 2017-го, когда она ограничивалась несколькими инди-играми и парой книг. Сейчас FNAF это большой механизм, который давно начал влиять на всю инди-хоррор индустрию. Заметьте, что как только по FNAF начали писать новеллы, то потом у соседних франшиз они тоже начали появляться. Как только вышли официальные путеводители, у других они тоже появились. Графические романы 5 ночей у Фредди, говорите? Пожалуйста, привет, сосед, графические романы. И в конце концов, когда вышел фильм про Мишку Фредди, то следом у Бенди и Poppy Playtime тоже были анонсированы киноэкранизации. Если Коутон хочет, чтобы франшиза дожила до 20-летия, то ему надо принять для этого необходимое решение. В свою очередь, мы, как фанаты этой серии, должны сделать свое дело, а именно поддержать Скотта в этом и помогать франшизе развиваться и дальше. Покупать те игры и книги, которые нам интересны, обсуждать новые продукты и открыто говорить о том, что нам нравится в них, а что не очень. Для нас Five Nights at Freddy's это не просто франшиза, а целая вселенная, которая подарила немало эмоций и по-настоящему дорога нам. И теперь мы должны отплатить ей нашей преданностью и любовью. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и пишите свои идеи для следующих роликов в комментариях. Я Дизар, удачи вам!